Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас понедельник, 29 мая, выпуск промежуточный. Записываю я поздно вечером, так что, скорее всего, вы увидите, услышите этот выпуск уже во вторник с утра. Извините еще раз, дел настолько много, что буквально вот только выдалось несколько минут записать аудио. Так, теперь давайте перейдем к темам. Давайте перейдем. Ну, во-первых, президенту России было очередной раз не очень хорошо, но это мягко сказано. В ночь с воскресенья на понедельник у него случился приступ. Сейчас разбираются врачи, с чем связаны эти приступы. Это уже не первый. Он впал в ступор, ночью были вызваны дежурные медики. Президент начал жаловаться на симптомы, которые у него есть. Там головокружение, тремор, дергался глаз, вероятно, имеется в виду нервный тик. По крайней мере, из тех симптомов, как описывал лично президент, он говорил, что у него дергается глаз. Все это касалось правой стороны, и в процессе, пока осматривали врачи президента, он впал в ступор, то есть уставился в одну точку и смотрел, говорят, цокал языком, при этом циклично стучал пяткой по полу, и дергалась у него, продолжала дергаться рука, тремор, и подергивался глаз. Выглядело все довольно впечатляюще, пока связывались с специалистами, с неврологами, пока связывались с специалистами, которые лечат Путина, потому что дежурные медики не всегда занимаются напрямую лечением президента, они лишь контролируют ситуацию. Да, так вот, пока связывались с профессионалами, с большой буквы, вероятно, президент начал было уже куда-то порываться. Во-первых, он начал городить какую-то несусветную чушь нечленораздельно и направился на выход из опочивальни своей. Был перехвачен врачами и уложили его, сделали ему укол, вероятно, седативного препарата, который его расслабил. И вот через некоторое время президент уснул. С утра, проснувшись, практически ничего не помню, то есть помню, что ему было плохо, и он вызвал медиков, далее он ничего не помнил. Все это, конечно, очень интересно в плане развития текущей политической ситуации. Президент чем дальше, тем больше будет недееспособен, это уже понятно. Это понятно и по оценкам медиков, которые лечат его от онкологии, и по оценкам медиков, которые лечат его от неврологических заболеваний. Он впадал уже в ступор, мы об этом рассказывали, но бывает это довольно редко. Редко и нередко, но надо себе представить, да, примерно такую ситуацию, если с президентом случается примерно такой казус во время каких-то переговоров или во время большого мероприятия с участием большого количества людей. Пусть даже люди находятся на довольно далеком расстоянии, ну или идет съемка, не обязательно кремлевскими операторами, ведь президент часто попадает под камеры, и не только кремлевских камер. Надо понимать, что это, конечно, был бы не просто шок, это было бы серьезнейший удар по нынешнему режиму. Недееспособный президент, по крайней мере, показывающий свою немощь на большие экраны, на весь мир, конечно, несомненно, выглядел бы не просто человек, который промахнулся, а полутрупом, на который уже никакие элиты в стране ставить не будут. Возможно, еще какое-то время его режим продержался бы, но подобный инцидент поставил бы жирную точку на пути путинского режима к своему окончательному финалу. Посмотрим, как будут развиваться события. На протяжении понедельника он чувствовал себя довольно неплохо, даже связывался с Эрдоганом, с главой Якутии, вернее, Республики Саха, встречался двойник президента. Там было несколько оскорблений перед этим в адрес руководителя региона. Я не хочу вдаваться в подробности, это на национальной почве звучит глупо и
Не хочу повторять идиотизм. Я имею в виду, когда президенту сообщили, что надо, что, скорее всего, двойника надо готовить для общения с руководителем региона этого. Путин высказался в адрес руководства этого региона очень нелицеприятно. И да, и благословил двойника на подобное общение. Так, теперь давайте перейдем к другим темам. Давайте обсудим довольно важное мероприятие, которое прошло на прошедших выходных, извините. Это автопробег, если я не ошибаюсь, в Екатеринбурге организовывал ЧВК «Вагнер» автопробег и там какие-то мероприятия, которые, по идее, можно характеризовать как массовые. Не была согласована акция с руководством региона, вернее, руководство региона не согласовало эту акцию. Ну, мы все прекрасно понимаем, что в России не согласовать, то есть не согласиться, это значит отказать. То есть ЧВК Вагнера было отказано в проведении акции, но плевать абсолютно Пригожину на то, что утверждает, не утверждает руководство любого российского региона. Он провел свое мероприятие, вернее, было проведено, насколько там я понимаю, без его участия, просто его организация проводила автопробег, и как докладывают президенту Путину, пробег прошел без лишних эксцессов, но, тем не менее, без всякого согласования с местными властями. Путин, конечно, проглотил подобную выходку Пригожина. Пригожин — это, конечно, не те оппозиционеры, которые выходят с плакатом, которых за это под белые рученьки волокут в тюрьму. Но вот позволено, то, что не позволено обычным оппозиционерам, позволено Евгению Пригожину. Почему? Да потому что Евгений Пригожин представляет собой силу. А сопротивляться силе надо еще, я вам скажу, уметь. Эта власть не умеет сопротивляться силе. Не умеет. Ну, мы видели, да, что эта власть прекрасно избивает, прекрасно, конечно, в кавычках, избивает митингующих по любому поводу оппозиционно настроенных людей. Ну, вот есть Пригожин, который также настроен довольно оппозиционно, но избивать представителей ЧВК Вагнера не поднимаются дубинки у Росгвардии, не поднимается самомнение у некоторых представителей власти в регионах противостоять и противодействовать данной группе людей. Понятно почему. Давайте опять-таки немножко обсудим, что же грозит Пригожину за подобные выходки. Ну, на данном этапе абсолютно ничего. Можно было бы, конечно, подумать, что это цирк, инициированный нынешней властью. Но показывать народу, что можно сопротивляться и можно идти в противовес и в противоход, извините, решениям нынешних российских властей, ну, это, конечно, идиотизм. Конечно, это не договоренность между властью и Пригожиным. Конечно, это не инсинуация оппозиционной деятельности со стороны Пригожина. Конечно, это его выходки. Они никем не инициированы, они сугубо пригожинские. Пригожин чувствует себя на сегодняшний день хозяином ситуации. Он ищет те красные линии у российской власти, которые можно перейти, и довольно уверенно эти линии переходит. Я ни в коем случае не восхищаюсь Пригожиным. И я говорил многократно, что Пригожин мразь, последняя сволочь и, конечно, военный преступник, но это замечательный пример, как можно и как нужно действовать оппозиционно настроенным силам, просто плевать на мнение нынешней власти и быть готовым к активному сопротивлению. Все прекрасно понимают и представляют, что люди Пригожина готовы к активному сопротивлению. И никто, конечно, не осмеливается идти им наперекур. Подготавливая предстоящие события, вернее, реакцию на предстоящие события, конечно, надо быть готовым оказывать активное сопротивление нынешней власти, если есть желание свернуть голову этому режиму.
Так, ну обсудили большинство из текущих тем. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Помогайте нам, мы действительно нуждаемся в вашей поддержке. Есть в описании криптовалютные кошельки, в описании к этому ролику есть возможность подписаться на Patreon, есть возможность подписаться на спонсирование этого канала. Основные события впереди. Надеюсь, мы подойдем во всеоружие, что называется. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.